Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Софья Рашитовна Даринская, я президент Международного бюро по правам человека в сфере душевного здоровья. Мне на канал пришел вопрос, ну хорошо, вот мы закроем психиатрию, а что же, как мы будем решать проблему, что же нам делать? Прежде всего, дорогие мои зрители, хочу сказать, что жизнь, она не имеет для проблем одного большого, глобального, вкусного, мятного решения. В жизни нужно искать множество разных решений, потому что и сумасшествие сумасшествию рознь, и социальная проблема социальной проблеме рознь. Я вам могу сказать на простом примере. Ребенок плачет. Он может не выспаться, он может быть голодным, и у него может болеть живот. Проблема одна. Ребенок плачет, а решение три. Положить спать, накормить и отвезти к врачу, чтобы он посмотрел, что у него. Даже в такой мелочи нет одного большого гениального решения, например, прибить этого ребенка, чтобы он больше вам не мешал. Потому что психиатрия сейчас нам с вами предлагает одно большое решение. Вам человек мешает, отдайте его нам, вы его больше не увидите. Вот что происходит. Что же делать на самом? Что же делать в реальной жизни, когда вы сталкиваетесь с проблемой сумасшествия? И первое решение, если вдруг вы увидели человека, который сошел с ума, он действительно ведет себя неадекватно, первое, что вы должны сделать, добиться, чтобы человек прошел качественное медицинское обследование. Когда я работала психиатром, мне на дежурство привезли пациента, молодой парень, 33 года, который кончает жизнь самоубийством прямо сейчас. Вот его вытащили из лестничного пролета, такой очень мощный парень, и вот прямо сейчас он сигает куда-то вниз. Когда я добилась через его родственников качественного медицинского обследования, выяснилось, что этот парень спортсмен, и у него просто произошел микроинсульт. И его состояние, вот это вот состояние ажитации, то есть вот то, что он не понимает, его желание покончить жизнь самоубийством, вот эти вот все неадекватные психические реакции, это просто было проявление катастрофы, которая случилась у него. Он был направлен по неврологическому пути, он был направлен к невропатологу, и он начал лечиться правильно. Все, парень пришел в себя, все прекрасно, все у него было замечательно. Если бы я оставила его в психушке и начала долбить его там этими аминозинами, галоперидолами и все по списку, все, что положено, этот человек бы просто умер. Следовательно, первое решение – это качественное медицинское обследование. Второе решение – если у вас конфликты в семье, мне очень часто пишут люди, вы не знаете, у меня такой папа, мама, брат, сестра, неважно, там дядя, тетя и все, они такие, они сякие. Нужно, во-первых, понимать, что конфликты в семье – это вещь очень тонкая. В некоторых семьях есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы сводить с ума других. Например, из-за жилья. Или есть люди, которым просто нравится бередить других и делать так, чтобы другим людям было плохо. Есть такие люди. Следовательно, изначальные конфликты – это проблема не психиатрии. Но когда вы мне рассказываете, что мой родственник уже 5 лет лечится у психиатра, и он сумасшедший, и вы не знаете, как с ним жить, я вам хочу сказать, что его таким сделали психиатры. Потому что этот человек накачан изменяющими сознание препаратами, он испытывает ломку при отмене, а человек не хочет их пить, потому что он чувствует тяжелейшие изменения в своем теле, потому что это отрава. И, естественно, он сходит с ума, когда у него ломка от психотропных препаратов и так далее, и так далее. То есть третьи люди – это сумасшедшие, созданные психиатрами. И
И это следующее решение – это токсикологические клиники, где грамотные токсикологи будут снимать этих людей с психотропов, будут помогать им переживать эту тяжелейшую ломку. Дальше в этих клиниках должны быть врачи общемедицинские, различных направлений реальной доказательной медицины, которые, во-первых, будут выяснять, возможно, у этого человека была какая-то изначальная нераспознанная проблема в теле, но дальше нужно выяснять, какой же урон здоровью нанесла человеку психиатрия, и восстанавливать человека. Я думаю, что это вообще будет отдельный класс больниц. Психушки будут закрыты, и они будут переквалифицированы в отдельный класс больниц реабилитации от психиатрического лечения. Там будут токсикологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи обязательно, эндокринологи, гастроэнтерологи, то есть там кардиологи обязательно должны быть, то есть там должен быть набор достаточно серьезных специалистов, и медицина, она должна быть доказательна, она должна быть заинтересована в том, чтобы создавать такие центры. Следующая проблема. Ребенок крутится на уроке и не хочет изучать материал. Во все века это решалось качественным образованием. Еще 20 лет назад никто двоечников и троечников не признавал необучаемыми, не отселял их в отдельные классы, не назначал им изменяющие сознание препараты. Еще 20 лет назад учителя по 15 раз объясняли одну и ту же тему, одну и ту же тему, одну и ту же тему. И эта тема доходила до всех. И я знаю, что мои бывшие одноклассники, однокашники, которые в школе отнюдь не блистали академическими достижениями, они заканчивали институты с золотой медалью. Просто потому, что учителя вкладывали свой труд, свой профессионализм учительский, и таким образом они добивались, чтобы дети понимали школьную программу. То есть проблема существует, и она большая, но решений этих проблем их много, потому что люди, каждый человек, у него своя какая-то ситуация, и общество должно иметь очень много социальных институтов, которые позволили бы человеку решить эту проблему. Проблема освободившихся из мест свободы, которые тоже идут в психушки, потому что людям негде жить. Я не знаю истории этих людей, но, например, они из какого-то села, и дом их разрушенный, они там 30 лет отсидели в тюрьме. Куда им идти? Эти люди оседают в психушках. Это социальная свалка. У нас вообще нет никакого института помощи таким людям. Я вообще сейчас не хочу обсуждать их жизнь, как они дошли до жизни такой. Они отсидели, все, перед обществом они чисты. И у нас должен быть институт помощи таким людям, потому что это люди, это мы с вами. В конце концов, вот сама идея создания огромного числа социальных институтов должна нами продвигаться еще по одной простой причине. Каждый из нас должен помнить, что какая-то из этих ситуаций может случиться с нами. И если мы с вами не позаботимся о том, чтобы в обществе были вот такие решения, мы когда-нибудь можем быть отданы вот в эту самую психушку, потому что кто-то просто не знает, что с нами делать. Поэтому работа независимого консультанта Международного бюро по правам человека, который рассказывает правду людям, который говорит о том, что нужно создавать различные решения, а психиатрия, она просто убивает человека. Ну и создает ситуацию «нет человека, нет проблемы». Это страшное решение. И я вас призываю становиться независимыми консультантами бюро и строить лучшее будущее, потому что это можно сделать. Всего доброго.